Кошмар. Так. Мне было бы прикольно, если бы он так светил, конечно. Так. Так. Вот. Так, выпускай.
Уровень за уровнем получаем потихоньку. Так, телепорт. Ауч. Сколько у меня? Так. И чё это? И где телепорт? Окей. Ага. Ну, охереть можно. Привет, Михаил. Так, слишком громко, по-моему. Так, сделал потише. Дрова. Угу. Да, нормально. Хорошечно. Твои дела как?
Ах ты тварь. Блин, больно-то как. Тоже нормально. Это хорошо. Вот ходил на этих выходных, когда вот получается вчера, позавчера, вчера сходили, купили елку, типа камин с искусственным огнем. Ну он такой, не знаю, как описать его. Как прямоугольный такой, короче, дисплей с искусственным огнем, короче, что-то такое. LED камин, да. Прикольная тема, хорошая. Прям, ну, атмосферки такой приятной задает. Это точно. Гирлянда. И все дела уже повешены на елочку. А еще елку еще не поставили? Lies of P стрим? Ну, было бы прикольно, да? Я был бы за, только за. Но его купить еще надо, зараза. И надо бы перевести как-то регион. Я точно не помню, как что там было написано в условиях, но один раз в год можно было регион менять или что-то в этом роде, я хз. Бля, я умер. Вы умерли. В другой раз повезет. Ну, окей. Так, давай-ка вот эту охотницу. У меня сейчас тайский регион стоит, и там все в батах. А в батах все намного дороже, чем в рублях. Вообще капец. Блин, этот герой намного прикольнее, чем тут. Last Fate. Да, играл. Хорошая. Ну вот сегодня тоже поиграем в нее. Я там докуда дошел. Точно не помню докуда. Короче, был в городе. После города побывал в каком-то... Короче, в подземелье иду. Подземелье. Ёпта мать. Чуть не умер. Полностью проходил. А, прикольно. Блин. Да где враги? А вот они. Магмовый червь.
Да ёб твою мать. Горячий свидетель глаз червя все видел, наблюдать на ставит. Лемурианец. Так, окей. Пол Метроидвания, да. Хороший Метроидвания. Ее еще окрестили, знаешь, как Souls Ваня. Что, по сути, тоже неплохо звучит. Souls Ваня. Так, можно идти на следующий уровень. Bloodborne на ПК, да. Bloodborne на минималку. Менее чем за 5 минут, хорошо. Грибное царство. Да, меня тут кошмарно убили прям. А ты Risk of Rain играл? Я вторую часть вот этот Risk of Rain играл. Только она и популярна, по-моему, в этой серии игр. Ну, урон, кстати, прям вообще годный. Позволяет наносить урон при падении на врагов. Так, телепорт. Мать твою, мать твою, мать твою, мать твою. Да ну. Это какая игра? Risk of Rain Returns называется. Блин, довольно-таки прикольно, забавно. Рогалик, в общем. А как открыть новых? Убейте магму червя, странствующего бродягу и колосса. Условия тут есть, кажется. Соберите 15 записей о монстрах. Хорошо, давай. Типа Хейдес. Ну, грубо говоря, да. Это жанр рогаликов. Он такой. По ходу каждого прохождения ты прокачиваешь своего персонажа. Но также он будет получать в какой-то момент пермоментную прокачку. И то есть с каждым прохождением ты становишься все ближе и ближе к
Что это за хрень? Уменьшать получаемый урон на 14%. О, прикольно. Медведика получил кого-то. Как надо найти какие-нибудь сундуки? Новые вещи найти. Не зря я там торчал на месте, ничего не делаю. Надо было сразу бежать. Ладно, пойдем к телепорту. Опять обитель грибов. Привет, Урандан. Сергей, привет, привет. Так, 5-й уровень. Ну, это как-то. У меня денег. Вот бы чаще монстры появлялись, то их как-то очень мало. Нас уже 1000, нихера, вас 1000 уже. Нормально. Поздравляю, поздравляю. Мне вот чуть-чуть не хватает для 1000. Вот, ну, на ютубе, по крайней мере. Еще чуть-чуть и скоро 1000. Ёкалэмэни. Так, давайте вот это. Окей. Урон. Да. О. А можно купить из другого сервиса игры? Типа? Какого сервиса имеешь в виду? Ну вообще для Steam и тому прочего имеешь в виду? По идее, да? Ну еще же этот есть Epic Games. По идее. Ладно, не допрыгну. В Эпике сейчас небольшой прирост идет. Этих покупателей. Из-за того, что Steam лиры на доллары перевел, турецкие лиры. А многие россияне там и, ну, вообще сами турки тоже из-за этого перешли на Epic Games, чтобы в долларах покупать игры. Затратно это дело. Еще все в долларах.
Так, где этот долбанный телепорт? Он просто перестал взламывать. Ну а чё она хотела? Или он? Звезду словила и начала там какой-то херней заниматься. Типа, сосите, мужики, бам. Типа до этого же она скрывала, что она типа из феминисток, типа таких радикальных, назовем так. Да. А потом начала там, после того, как вот эту звезду словила. Ладно, если бы она еще нормально себя вела, но она же начала всех хуесосить просто на ровном месте. Хотя бы нормально общалась бы. Может быть, и не захейтили бы. А ну. Ну вообще, такое определение тоже типа, ну, подходит. В плане того, что они иногда просят тебя так называть. Оно их там, вот это вот. Хз. Бля, я тут был? А где телепорт? What the fuck? Блин, время. Наверное, она программным кодом взломает игру до нового. Да, скорее всего, как-то. Не знаю, да. Я в этом же не разбираюсь. Но почему-то мне складывается такое ощущение, что на самом деле там все довольно-таки просто. Ну. Возможно, она купила программный код или делает это там через кого-то еще. Я знаю. Ну, в общем, сомневаюсь я в ее, так сказать, профессиональных навыках. Где тот сраный телепорт? Я тут слишком долго торчу.
Айзека. Ну я же говорю, это это и есть. Ну это жанр такой. Рогалики. Рогалики. Роглайк. Пилоранг. Оу, е. Пилоранги. Блин, вообще не туда выставил. Ядрить у меня денег много. Ауч. Господи, я его нашел. Как же я долго его искал. Магмовый череп. Кто бы мог подумать. Блин, убил. Какую игру посоветуешь играть? А что тебе нравится? Дай-ка вот это возьму. Брось с топозом при убийстве создает временный барьер. Да ёпта. Барьер появился. Всякое. Блин, как игра называлась-то? Ахарская дорога. Тугата едят. Мескелер. Ну вот была одна игра, на которую я заглядывался, но еще не поиграл. Называется Deep State. Deep State. Сейчас напишу. Тут не пишется. Так, ну давай тут напишу. Deep State. Вот так она пишется. В чате, надеюсь, пока появилась. Так. А чата тут не видно, что ли? Вот он. Вот. Deep State.
И ни хрена, да? $10.50. Так игра нетребовательная, в этом-то и прикол. Она от инди-разработчиков. Очень малоизвестная игра. Музон прикольный, конечно. Так, что это за очки? Дает вероятность нанести. Оу, двойной урон. 2 гигабайта. Охереть, ну не знаю. Наверное, стоит обновиться. Ну а так попробуй все равно. Думаю, проканает. О, регулярно получает золото. Кайф. Пассивный заработок. Ё-моё, да где телепорт тут? Есть какая-то закономерность в том, как они вообще разложены и так далее? Охереть можно. О, новогоднее настроение. Нихера себе, скорострельность высокая становится у знамени. Deep State. Deep хер. Если такое в поисковике ведешь, точно ну там не игра будет. Там будет нечто другое. А, вон он. О, нашел.
Так, и как туда пойти? Ну, нихера вас много. Претемчик. Так. Блин, ну надо их убивать. Что за игра? Risk of Rain называется. Оп. Risk of Rain Returns. Довольно-таки забавный рогалик, хороший. Очень приятный. Дай. Колос. И где он? Наверху. Рискуй дождем называется. Или риск дождя. Просто уничтожить всех. Надо, нет. Надо находить телепорты. И потом уходить на телепорточный следующий уровень. Короче, основная цель это выжить и дойти до следующего уровня, найдя телепорт. Грубо говоря, игра на выживаемость. Ну, босс, конечно, там прям вообще офигенно зареспался. Я с ним ни хера не могу сделать. Победите босса, но охуенно. Так, ладно. Да, это босс он. А, вон он стоит. Не знаю, много там народу стоит. О, мать твою. Как же ему насрать на мои выстрелы. Ну, нормально, нормально, нормально. Все. Так, открыли нового персонажа. Ага. Какой-то перк получили. Окей. Неплохо. Каменный голем. Отлично. О, хорошо насыпало. Survival of the roguelike. 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 Так, хорошо, что у меня свинка есть, она мне денег дает. На пассивочек. Вообще балдеж. Так, надо поскорее здесь найти этот телепорт. Вообще не люблю этот уровень. Неприятно. О, как повезло! Повезло, повезло. Тотем рыси.
Уходим, уходим. Да, блять, ты что такое? Оно стены создает еще какие-то. Охереть их много. Мать вашу, мать вашу! Да ну! Прогресс какой? Я говорю, я там остановился где-то на... Короче, в подземельях каких-то я там нахожусь. В подземельях. Процент прохождения? Ну, не знаю даже. Медленно очень сильно с помощью удара щитом. Навык служу и защищаю. Так, подожди-ка. Да, я проверю. А, нет, хотя... Ну, после этой игры посмотрим. Поиграем Last Fate. Я тебе покажу там. Не торопись. О, дробовик у него. Ничего себе. У-у-у. Ну, нихера, прикольно. Да ну, забавный персонаж. Смотри-ка, блок ставит. Но херово то, что он такой медленный. Мне нравятся мобильные персонажи. Блин, по привычке на Shift нажимаю, чтобы перекат сделать. О, повезло, повезло. А? Так-то. Как же мне насрать. Смотрите. Что-то блок имба, походу. Вообще ничего не могу сделать. Так, сейчас подойду.
мать твою. Они реально призраками становятся. Прикольно. Блин, я по идее могу просто стать здесь в углу и насрать. Блин, какой же я этот имбовый предмет поднял походу. Эти призраки вообще до хера на мою сторону. Офигенно. Не, ну крутой персонаж. Крутой. Так, сейчас здесь вот на низкой сложности быстренько их размотать. Блин, телепорта не видно. Да ёпта. Блинский, как больно. Так, телепорт. Вот бы у меня еще враги по пути встречались. Но их нету. О. О, нашел. О, вот это было хорошо.
Нормально. О, морозные тундры. Класс. Как же это по-новогоднему? Так. Ну кто это? Ничего себе. Снежный голем. Ауч. Так, тут ничего нету. Край карта. Пошли в эту сторону. Вот бы мне увеличенный урон было бы вообще отлично. Отлично. Ёбал. Мадафака! Четко. Обалдеть. Угу. Ну, заглопали отлично. Оу! Не, ну это мне не надо. Нихера себе бычок. Найс. Так, ой, наконец телепорт. Ёлопало. Бля, вы чё шутите? Блин, да ну нахуй. Ай, 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 бля. А что я мог сделать-то? Вообще никак. Реактивный ранец. Ливень. Обычный сезон дождей. Только для самых смелых это путь. Да ты шо? Дождик, ливень, сезон дождей. Тут даже сложности, оказывается, есть. Так, ну давайте этого возьму. Вы будете часто умирать. Давайте пока на нормальной сложности.
Высохшее озеро. Озеро высохшее. Нормально такая скорость у меня. Отлично. О, Подписка спасибо, Михаил, оформлена. за подписку на ютубе. А я думал, ты уже давно подписан. Не нашел игру? Ща, подожди. Давай я тебе... Вот этот прикольный, кстати, канал. Ща. А? Хлеб-то. Того ахаба-то хатыйда. Ахан девиттер дехеха. Оно ахабаккат, все. До завтра. Тохта, да шучу я, шучу. Подожди. Так. Ой. Макароны не хотят кушать. Блин, крабов, кстати, я вижу впервые. Дает вероятность вызвать кровотечение. Неплохо. Угу. Ракета возле земли. Найс. Приехал. Да. Ну а что ты хотел? Мне игра интересно показалась. Игра на раннем доступе. Ну да. Типа демо. Ну да. Ну, почему бы нет? Так, давай-ка я сразу в эту сторону попробую пойти. А вдруг... Бля, это стена, что ли? Так, давай-ка до конца сходим.
Охренеть, как высоко это было. О, сундук. Блин, если телепорт в подобном месте, это вообще... На платформах имеется, да, это вообще не прикольно. Так, убийство навсегда увеличит ваш запас здоровья. О, неплохо. Блин. Да, вот по одному хп дает за каждого челика. Оу. Ага. Так, это что за... Непонятно. Блин. Неплохо так. Ой. Блин. О, наконец-то нашел. Опять этот тотем долбаный. Бля, мне пиздец походу. Обалденно. Попробую понизить. Не. Это не про меня. No. Суки. Понести уровень сложности, говорят. Так, погоди-ка. Вот бы гирлянду какую-нибудь поставить здесь у себя в комнате. Типа нам позади. Для живости, так сказать.
Бэм. А. Оу. Неплохо. О, боевое знамя тема. Да, блин, охереть. Так, окей. Потерпите неудачу 4 раза подряд. Это испытание. Окей. Ну, радует. Хоть что-то в этом позитивное было. Так, надо будет открыть этот ящик. Пока пофармим, тогда деньги тут. Че, никто не появится? А, вот он. Да блин. Как же они по-ублюдски стали. Ну. Так. О, телепорт. Опять магма учить. Да что ж такое?
Ну это пиздец какой-то. На втором уровне сложности уже что-то кошмарит слишком жестко. На втором уровне. При активации телепорта имеется в виду. Ну, руины какие-то. Окей. Странствующий бродяга. А. Ну и дерьмо. А, это медицинский. Прикольно.
Нормально. Утёки Гена. Это Сулейман, привет. Чё? А, это вообще другая локация. Угу. Так, подожди, там что-то же... А, там еще книжка есть какая-то. Что ж, буду тысячным, если позволишь. О, спасибо. Конечно, позволяю. Как я могу отказаться от такого прекрасного предложения? Что, нас реально 1000 стало? Ну-ка. Не то. Блин, опять не то. Можно вырубать дюньки. О, 1000 подписчиков. Да, неплохо, неплохо. Спасибо. Спасибо, Сулейман. Хорошо. Как же мне повезло с этим дроном. А, ну нихера себе. Нихера бы здорово. Стоит. Еще один блин, да ладно, медицинский дрон, еще один. Да я же бессмертный теперь. Нормально. Хорошо. Оу,
что мне нужно. Древний дух. Да я как? В смысле я умер? Я не понял, что... А, подожди. Мне роботы сломались? О, привет, Маша. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Интересно. Кози копыта пола. Ха. Окей. Как из такой дощечки она вылезла, вообще не понимаю. О, бля, я ненавижу бродягу. Интересный тупой босс. Так. Ох, неплохо, неплохо. Угу. Призывает призрака по количеству врагов на экране. А, окей. Так, пошли. Я недавно масоны не спят, они следят за всеми нами. Окей. Чё там? Я недавно узнал взаимосвязь с Химтрел и 5G сети. И чё там? Небесные луга, поле духов. Ауч.
Привет, Ятрок. Дурка. А почему дурка? Что такое? На, мать твою. Так, подожди. О, найс. А вот это реально неплохо. Very nice. А, я отсюда пришел, ё-моё. О! Увеличивает скорость атаки. О! Let's go, как говорится. Пиздец вас много, конечно. Отлично. Плазменная цепь. Отлично. Блински. Так, следующий левел. Подводные катакомбы. Они распыляют наночастицы, которые попадают в наш организм, также в помещениях, в которых мы живем. 5G сети, они могут увидеть подробную карту помещения, где ты в ней находишься, прослушать, изменять температуру тела и обрабатывать нашу психику. Жестко. Миномет.
Что это за пиздец? Я не знаю. Вот зачем им 5G лампочки? Есть реально 5G лампочки? Такие продаются? Блядь. Странно. Ну тогда странно то, что они эти 5G лампочки, ну, задешево не продаются или типа, не знаю, за бесплатно, если им так выгодно. Бля. Где этот сраный телепорт? Когда-нибудь слышал историю о том, что евреи дал кому-то что-то за бесплатно? Понятно. Блять. Ну, слава богу. Типа, план отличный, все дела, но есть нюанс, да? Такие. И такие, какие там цены. Ну так, нам надо это продавать бесплатно. Ты с ума сошел? Нет, отмените этот план. План говна. Ебать его рот, это что за хуйня появилась? Ну ебануться. Владыка бесов. Что-то жесткое. Короче, нужно этого брать. Давайте последнюю. Отыграем. В общем, такая довольно простая и любопытная игра. Не сказать, что это супер прикольная, но просто я хз. Типа прикольно убивать толпы монстров. Циферки вылазят и там прочее. Всякие штуки поднимаешь. Ну, обычный рогалик. Типа совершенно ничего особенного в нем нет. Блять, странствующий бродяга, ну конечно.
А, пошел ты нахер. Год назад они над грибками в Индии экспериментируют. Там может человек от заражения плесенью умер, который на дереве обычно растет. Что-то слышал такую новость. Да, это реальная тема, то что чел умер от грибкового паразита или что-то в этом роде. Типа такого раньше не случалось, но случилось. И люди такие, оба-на, нихуя. Это что такое? Это что, Last of Us? На минималках сейчас происходит? Такое происходило, да. Стрёмно, но факт. Блять, он убежал. Вчера, кстати, пиццу заказывали из фудбума. Ну, такая неплохая. Но уж точно лучше, чем в Таиланде. Наконец-то после Таиланда впервые заказали пиццу. Не, она была очень хорошая. Еще какая-то простуда появилась, которая 3 месяца не проходит. 3 месяца. Это за что? Не, ну это уже бред какой-то. Грибок, который убил человека. В это я верю. Но... Бля, ёбаный в рот. Но простуда? 3 месяца? Нереалистично. Да ёлопало, чего вас так много? Блин, ну какие же тупые враги. Причем спамят ими. Каракский мрамор. Бля, больно. И что он делает? Позволяет вам установить мраморные врата. При повторной активации предмета вы принесете к этим вратам. Ну, интересно. Бля. Попробуем. Ай, ай-яй-яй.
А, ничего себе. Кого-то убило. Эй, что я делаю? Тихо. О, класс. О, перо. Так, после получения урона отражает все атаки в течение 4 секунд. Нейропилоиды и их прислуги масонов сейчас нет в последнее время. Фонарь поставили с 5G. Нормально. Блядь. Испытанные горы. Вообще не понял. Что за испытание? Что дает? А, это временно только. Печально.
Охереть, как туда попасть? Привет, Белуга. Здравствуй. Рад видеть. Ты можешь поиграть в 11 минут? Что за 11 минут? Я знаю игру, которая называется как 12 минут или 11 минут, или 10 минут, я не помню. Но в эту игру навряд ли сегодня его установить надо и так далее. А это долго. Я ее проходил. Дает испугать врагов при получении урона. Ну. Что за платформер? Да, роуглайк игра. Называется Risk of Rain Returns. Типа челик приземлился на враждебную планету и начал всех убивать. И все. Играешь за десантника, который штурмует планету и его обитателей. Не сказать, что мы играем за хорошего человека. Так, капец. Где сраный телепорт? Из уровня в уровень, когда попадаешь, тебе нужно найти телепорт. Цель такая. И таким образом ты продвигаешься к следующей локации. Почему платформер Земля круглая? Очередная подсказка. Знаков вокруг полно. Блин. Ай, тихо. Если ты можешь, разговаривай побольше, ибо скучновато. Ну, блин, я не знаю. Игра такая. Она довольно-таки требует к тебе большого внимания. Особенно тут все видишь такое маленькое. Ты такой, ё-моё, где, чё вообще? А так, конечно, да, согласен. Надо бы побольше болтать.
Просто игра такая. Игра она такая, вот эта вот. В ней особо не разболтаешься, так сказать. Не поднимусь. А где мои дроны? Они сломались, что ли? Блин, погоди, а ты чё? Где? А где я их просрал? Когда это произошло? И почаще напоминайте мне, чтобы я говорил побольше и так далее. Это я могу. Просто я забываю, что я должен говорить вообще. Вопрос, конечно, хороший на самом деле. Стоит ли мне вообще говорить? Может быть, не надо? Ведь какой-то конкретно хорошей мысли у меня на данный момент нет. Что я могу сказать? Да, вот он, дрон валяется. Ничего себе. Говори побольше, забыл что ли? Да я говорю, ёп. Говорю. Ай, напали, убили, попали. Я боюсь. Жить хочу. Где, сука, телепорт вообще? Я всю эту карту исходил уже 16 минут тут бегаю. Обалдеть. Чё за бред вообще? Кто-нибудь видел телепорт? Пиздец, да это дерьмо какое-то. Баг, что ли? Вас размазали. Ну, конечно. А как иначе? Вообще не было ни одного телепорта. Да, у меня есть на ютубе, по-моему, не запись, но... Приятного стрима. Надеюсь, ты запишешь такие игры, как 11 минут. Хорошо. Да я проходил его. Нарезка, по-моему, была на стриме. Была. Капец, она медленно говорит, конечно. Спасибо за 40. Пьяный бот. Да. Надеюсь, будет 11 минут полчетвертого, 30 секунд. Лежать. Ломик. О, ну слава богу. Быстро нашел. Кайф вообще. Бля, магмовый червь. Да ёпта. Мать твою, мать твою. Тихо, тихо. Блин. Не попадаю навыками. Все, попал. О, отражающая броня. Найс. Неплохо.
Так, мне побольше этих найти предметов до следующего уровня. Так что пробежимся, пожалуй. Так, тут ворота оставим и побежали. Позволяет наносить урон при попадании на врагов. Окей. О, сундучок. На самом деле очень странно, что у тебя 1000 подписчиков и просмотров 8 на видосах, это грустно. Ну, просто в рекомендуемые не попадаю. И осмысленное нормальное видео не вылаживаю. Я человек ленивый, как видишь. Только стримами занимаюсь. А на самом деле, если бы я делал какой-то осмысленный контент, тогда да, что-то получалось бы. Ну там, осмысленный контент имеется в виду, чтобы было какое-то мнение на видео, чтобы человек мог поспорить с этим, согласиться, оставить какое-то мнение, чтобы о чем-то вообще мог идти разговор. А так вот, ну, на стриме все. Сидим, болтаем, играем. Либо занимаемся творческой деятельностью. Имеется в виду творческая деятельность, это у нас оформление стрима и так далее. Если хочешь, могу я тебе что-нибудь сделать. Я же сам по профессии графический дизайнер. Вот. И это мой хлеб, так сказать. Могу делать всякое. Ну вот, например. Вот на стриме занимались оформлением оверлея. Вот это вот делали. Смайлики, вон, видишь, внизу. Такие есть у нас доступны на канале. Тоже делали на стриме. Вот типа такого рода деятельностью занимаюсь. Такие стримы мне на самом деле нравятся. Можно поговорить наедине со стримером без 1000 сообщений в чате. Ну да, в этом есть своя ламповость. Но также и зависит от самого стримера, конечно. Успевать замечать сообщения интересные. Неплохо. Ну как? Я не хвастаюсь, я не... Я есть что не требую, так сказать, похвалы. Просто показываю, что мы занимаемся такой вещью на стриме. Да, может быть плохо выглядит, но не суть. Главное, что что-то делаем. Блин, больно. Отлично, подписка оформлена. О, Белуга, спасибо за подписку на ютубе. Большое спасибо. На сколько часов стримишь, если не тайна? По-разному. Но сейчас у меня работа есть основная. Так сказать, в офис хожу. Вечерами прихожу и стримлю. И это бывает
Поскольку. По 3, по 4 часа. А так, если прям свободен бывает, то могу легкую 6 и 10 часов сидеть. Тут уже все зависит от того, что я играю и чем мы занимаемся на стриме. Ну и, соответственно, есть ли люди вообще в чате. Если так. Нихера. Прикольная штука. Ау. Ау. Блин, я таким макаром умру. Да ёшкин кот, не туда смотрю. Так. Так, увеличилась сложность из-за того, что время прошло. Чем дольше ты играешь в эту игру, тем она сложнее становится. Здесь таймер стоит. Вот видите, уровень сложности низкий пока что стоит. Да. Это проблема. Так, я ж тут был, да? И тут чё? Никогда. А, блин, тут бес, оказывается, сзади меня. Говнобес. Ладно, пешочком просто понизу пройдемся. Ага. И сюда вниз. Окей. О. Да, неприятная тема. Что-то не везет, не везет. Ауч. Ну, конечно. Так. Мать твою, беги! Да, блин, передвигайся, пожалуйста. Охереть можно. Так, надо сейчас этих медуз спустить. Только после того, как я подхилюсь. О! Да блин, мудак что ли? Фу, так.
Отлично, справились. Кое-как. Кое-как. Интересно будет, если в нее играть 4 часа, ты умрешь. А ты вообще занимаешься UI дизайнингом или ты просто на стримах так? Да я всяким дизайном занимаюсь. Полиграфия, наружная реклама, вообще все. Ну только веб-дизайном не занимаюсь, UI дизайном просто балуюсь. И как бы все. Вечная мерзлота дает... О, прикольно. Масанов хороший дизайнер. Это да. Тут, пожалуйста, должен. А я, блинский, ты пипец. Капец вертикальный уровень. Очень высоко. О, привет, Фрешмит. Здорово. Здравствуй, здравствуй. О, телепорт. Лаки. И Фрид. Внизу где-то. Охереть, и колосу есть какие-то. Блин, чего вас так много, козлы? Хорош! Так, надо колоса убить. Его так оставлять нельзя. О, найс. Пульсирующий зародыш. Эффекты снаряжения могут оказаться в 2 раза мощнее. О, нихера. Круто. То есть ты запущен где-то еще кроме Ютубе, как я понимаю, на Твиче? На Твиче. Блин, нихера себе, Фрид какой. Уф, щит. А. И чё? Закрыл меня тут. Легчайший. Так. Открываются сундуки в радиусе идут. Но нет. Господи, как будто я не замечу в 20 метрах сундук. Так, вообще надо было воспользоваться тем, что нам дали время. Да, надо было воспользоваться. Пойдемте лучше поищем эти же самые сундуки. Денег у нас много, поэтому воспользуемся. В идеале бы найти тотем, у которого требуется подношение деньгами. Тогда я бы смог что-то
нафармить себе до перехода в следующий уровень. Мне нужно что-то помощнее. Бафы серьезные нужны. Вот, боевое знамя. Хорошая тема. Вот, сундук еще один. Замедляет врагов при попадании. О, хорошая штука. Хорошая штука. Ракета воздух-земля МК-2. Ого. Повышает скорость атаки при низком запасе здоровья. Пойдет тоже. Блин, больно. Так, там приколдес. О, X2. Эта игра мне чем-то напоминает террарию, только на ультра. Осколок. Тут надеть еще 3, чтобы открыть этот артефакт. Я мог просто... О, боже. Окей. Юки 11. Спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Спасибо. Так, давайте спустимся посюда. Блин, больно было. Все. Let's go. Так, новый уровень получили. Следующий. Ага. Здравствуйте. Спасибо за фоллоу. Нихера ты здоровый. Так, хорошо. Что за уровень такой? Вообще, я вот подумал про... Знаете, про что я вспомнил? Про аниме этот. Рожденный бездней, или как он там называется. Который я видел всего пару серий. Ну, вообще концепцию понял. Там типа дети какие-то в глубину спускаются и херевают по КД. Так вот. По-моему, же есть игра по этому аниме. Я вот просто тоже сейчас вот в глубину спускаюсь и вспомнил про эту анимешку. Как будто бы в глубину спускаюсь, но на самом деле я перемещаюсь по каким-то участкам этого мира, телепортируюсь в разные участки планеты. По идее, так должно быть вроде. Кстати, прям деньги мощные. Большое количество. Вы можете бросить прыгающий мозг. Так. Звучит интригующе, конечно. Плевальщик. О! Нашел. Кайф. Блядь, два беса, ебать.
Так, я лучше за медузами сбегаю. Они как-то получше были. Вот, другое дело. Бля. Тихо. Да блин, не умирай, нельзя. А-а-а. Да блин, давай быстрее. Сука, какая-то мразь меня связала, типа. Тихо. Чё их так много? Беги, сука, беги. Во, похилься. Дрон, говна, лечи меня. На. Блин, как же мне не хватает какого-то увеличения урона. О, отлично. Завалил. Так, тихо. Артефакт сильный открыть на это локе. Так, ну это же мне повести должно, чтоб найти его, да? Бьет. О, хорошо. Ну, отлично. Ну все. Йоло. Отлично. Кайф вообще. Вывез. Нормально. Вывез. Так. Ну, давай подскажи, а? Мы же проходим вместе. Ну, по крайней мере, это еще и роглайк, поэтому... Поэтому тут подсказки легитимные даже. В углу иди туда. В углу, да. Так, прошел испытание. Ну, какое-то испытание прошел. Увеличивает восстановление здоровья. Так, дрон еще один. Хорошо. О, 2 лечащих дрона. Там будут веревки, там тебе нужно будет по ним прыгать. Говори побольше, забыл что ли? Я говорю. Да, говори. Но, если честно, забыл, да, в какой-то момент, на самом деле, что я должен побольше говорить. Это да, сказать честно, забыл. На Netflix, кстати, сейчас вышел типа реалити-шоу Игры кальмара. Прикинь. Все серии вышли уже. Надо бы глянуть. Ну или найти где-нибудь. То есть там реально люди там борются за бабки. Естественно, никто не умирает, но азарт, скорее всего, там прям нехилый. Ты по розовым паутинам можешь сбираться. Это где? А, вот. Дрона. А, блядь, я их переработал, бля. Пиздарики нахуй. Не, ну ладно.
Нормально. Не по этим. А, погоди-ка. Блять, я вот сложность-то прям сильно увеличилась. Вот по этой паутине имеешь в виду? Или вот... Ты хочешь... А куда мне... Где твой артефакт? Не вижу вообще. Ладно, короче, хуй с ним. Я не знаю, я не нашел. Время тикает. Тебе нужно в верхний правый угол. А, верхний. Я писал перед тем сообщением про угол. Справа сверху. Ну охуеть, а как туда допрыгнуть-то? Никак? Ну типа... А как? Это невозможно. Не тут сбираться. Вот я глупый, конечно. Артефакт власти. Прикольно. Все, понял, спасибо. Спасибо, спасибо. «30 минут. Жесть. Что-то много времени. С ним ты предметы выбирать не можешь. Да? Серьезно? Одинаковые дроны. Звучит каким бы. А вот этого я не понимаю. Что за гора? Испытание гора. Ля, какой ящер. Здоровый. Но никчемный. Блин, это прям на кабане. Дополнительный босс. То-то тогда было до хера их. Все, понял. Я один раз по незнанке просто две испытания гора нажал. И там вообще кошмар был. Предметов тоже будет 2. Ну давай, да. Профит есть. Смысл большой в этом есть. Прикольно. Садик отдельно еще. О, кайф. Если нажмешь Е, то в луп пойдешь. Жми. Так, еще раз. Так, если ты нажмешь... кстати, когда телепорт активируется, не жми сразу Е. Если ты нажмешь Е, то в луп попадешь. Жми F.
А я как будто ни разу не попадал. Не попадал. А я думал, первый забег. Сори тогда. Не, я не понял. Я, по-моему, попадал или нет. Я не помню, я не знаю. Но и было дело, вроде как я нажимал, просто сразу я хз. Рыцарь. Ядрить. Они еще по иерархиям делятся. Подохни, тварь! Так. Ловко ты это. Ловко. Блин, не туда стреляю. О, кайф. А что это дает вообще? Рюкзака. А, понял, спасибо. Не повезло, не повезло. Хера себе, робот какие-то. Повысить показатель максимального здоровья до 600. О, так. Испытание пройдено, это радует. Ага. Угу. Круто, круто. Хорошо. Ебать, что? Босс. Попал.
Нормально. У-у-у. А я за тобой. Ай, блядь, такая! Что меня убило? Вообще не понял. Так, бандита получил. Говори побольше. Да, забыл немного. Нормально так открыл. Да. Бандит. Хуя. Бандит делает выстрел чаще, если быстро нажимать на кнопку навыка. Используй домовыша. А, погоди. Что? Активировал, ага. Так, дымовая шашка. Получаете невидимость через 3 секунды после использования. Вы стреляете в голову, нанося... Нихуя, серьезно? Кажется, он крутой. Охереть, он скорострельный. Серьезно? Блять, да что за хуйня? Так. Не, ну прикольно. Хорошо. Во время боя только вот предметы поднимать не стоит. Очевидно. Не, ну вот этот бандит, он прям хороший. Уходить в инвиз — это прям очень полезная тема. Пойду-ка я отсюда. Нахер. Мадафака! Да куда ты смотришь-то?
Господи. Так. Прыжки. Урон. А это что? Критический урон. Ладно, пускай. Так. Вот этого я еще не брал. Я не знаю, что это. Ну вот это мне понравилось очень. Но ракеты... Давай ракеты. Выпуск группы ракет. Возьми пилу. Блин, пилу. Ладно, потом. Не, ну вот это вообще, конечно, имба тема. Так. Что здесь повышает урон? Вот это вот это вот хочу взять на самом деле. Потому что оно дает дополнительный заряд этого. Способности. Бензин это огонь. В игре нет повышения урона. Если следующий стрим будет на какую тему? Посмотрим по настроению. Вот если прям вообще не хочется играть, я творческий стрим завожу. Творческий стрим. Так. Прыжок. А под повышение уровня? Есть криты. Понял. Хорошо. Так. Следующий стрим посвящен аудиокнигам Озона. No, I don't think so. Так. Бляха. Все выглядит красиво. Возьми клинки, блядь. Ну вот атаки взрывные тоже норм тема. Не, ну ты глянь. О, как хорошо. Да, это тоже сильно. Блин, вот прыжки надо бы взять. Сейчас я туда поднимусь наверх. Если тут есть лестница. Есть веревочка. Вот еще повышение скорости. Выпускать призрачные стрелы при убийстве. Окей. Я думаю, на бандите нужны криты идти. Хорошо. Но только понять бы, что дает криты, какие предметы. Тогда да. Тогда я буду их брать. По-любому. Так, вот тут где-то. Очки, которые белого качества. Очки. Все. Кайф. Так, у меня также есть предмет, который дает мне да, исцеление от критических атак. По сути, вампиризм практически будет у меня. Буду все время очки брать. Погоди, я эту книжку не взял же. Чем больше очков. Ну, это да, понятно. Тут они стакаются. Блин, а почему вниз упасть нельзя? Ладно, пойдемте отсюда. Хотя мне что-то подсказывает, что... Ну-ка. Что, скорее всего, вход в эту книгу, она вот где-то с этой стороны. Блин, как же я низко прыгаю. Надо бы ранец взять.
Или перышко. Да, вот отсюда. Все. Пошли отсюда. Передвижение в этом роде... Да. Тут игра прям сильно тебя подначивает взять перки на передвижение. Слишком долго я там был, конечно. Слишком долго. Группу ракет вот выпускать. Интересно, как оно. О, клинки тут неплохие. Охереть, как они действуют-то, нифига себе. Так, ну-ка, группа ракет. А, неплохо, неплохо. Понятно. На самом деле хилку надо было бы взять, наверное. Ай-ка, блядь. Чё-то да. О, что это? Дроны. А что это? Угу. Давайте сюда. Потом бесполезно становится 100% урона на один клинок, очень мало. Кайф. Ебать жестко. Блин, с двойным уроном прям хорошо пошло. Да, вероятность повысилась прям безумно хорошо. Не, ну вы гляньте, как ебашит. Красота просто. Так, я же отсюда пришел, да? Клык сильно. Подожди. Клык. А, подожди. Вот это. Клык. Блин, кайфово. Ой, как хорошо. Бля. Я хуй знает. Более повышенный урон будет, наверное, от него, да, или как? От взрывов-то имеется в виду. Да, похоже на то. Блин, вообще найс. Так, это активные предметы, да, по-моему. Пронзатель небес. Пронзатель небес. Ну, как Бурбу выглядит. Ага, господи, это типа отсылка к этому, что ли? Горан Логана. Лагана.
Лагману. Лагману, короче. Блин, вот за бандита играть вообще прикольно. Жизнь мне нравится. Скорострельный, четкий. Особенно если у тебя есть предметы... вот это вот власть, корона власти, или как она называется. Вообще красота. Хоть как билд можешь делать. Артефакт власти, да. Вообще балдеж. Так, я вот не понял, а туда как подняться? А. Что-то я вообще туплю. Надо бы воды себе взять. Организму не хватает воды. А, при убийстве врагов. Не, хорошая тема, но криты важнее, как мне кажется. Хотя, с одной стороны, буду чаще убивать, буду чаще хилиться. О, а вот телепорт. 10 здоровья восстанавливать, да. Но все же. Так, я в эту сторону ходил. Ебать, он отлетает, конечно. Опа, это что за прикол? Шлем возьму, не знаю, хуй знает. Порази их всех, легендарная искра. Не знаю, что это, но... молнии какие-то появляются. Они 300... нифига. Прикольно. Хорошо. Четко, четко, четко. $300 от моего урона. Ну. Это очень мощно. Блин, водный уровень. Сука, не люблю. Ну, мозга здесь прикольно, согласен. Тут все вносит урон в процентах от твоего урона. Понял. Повезло.
Вообще не напрягаясь. Ноль напрягов. Бля, я хуй знает. Короче. С белого. С зеленого качества. Офигеть, это что за штука? Блин, мощные дроны. Вы, может, убьете их нахуй? Перс открыть довольно легко на этой локе. Так. Что за перс? Акрит. Акрит. Аккредитованный. Типа его найти надо и просто поднять? Он типа дрон? А, ящик, понял. Хорошо, что дышать под водой не надо. На поверхности, понял. Ну, я сейчас поищу себе приключения. Бля. О, повезло. Так, щит. Я понял, что это. Блин, он дает какую-то хуйню, я не помню. Просто огонь же будет, да, какой-то? Не этот. Ладно, тут я очки возьму просто. Погоди. Желтый. Да, просто сюда вот так вот. Окей. Так, наверное, вот в эту сторону лучше стоит сходить. Желтый. Те желтые ящики, которые я видел ранее, которые я обычно игнорирую, которые не хочу брать. Оно типа вот... Как его? Нет? Типа с пульками, да, 3? Там красные предметы выпадают, да? И вправо. Ну, иду. Да. 0.
Там не поднимешься. Заспавнился. Вот не этот, да, ты имеешь в виду? Это другое. Не спавнится. Но мы, по идее, еще по вот середине особо не ходили. Вот там я как будто бы не был на этой платформе. Или он находится где-то внутри стен. Но я видел какую-то коробку слева. Он, наверное, был. Оуш, говнище. Ну, блин, даже не знаю, что взять. О, неплохо. Пойдет. Справа в углу на поверхности, справа. Ну что, слева типа никак вообще? Угу. Ну тогда, видимо, реально не судьба. Вот видишь, тут ящик есть. Вот он. Че это, по-твоему? Это он? От него. Тогда, видимо, да, не судьба. Пошли тогда. Пылающие казармы. 6 вариаций каждой локации. А, они не процедурно генерируемые. А ебануться, как больно. Сказать как? Ну, скорее всего, так же в углу все. Право, низ, лево, вверх, угол. Так же. Тут как бы прослеживается какая-то закономерность, так сказать, в секретах. Справа снизу. Но я справа снизу. Но может быть еще дальше там есть. Вот этого пока не знаю. Угу.
Это прям глубокий уровень, да? Он прям вертикальный. А как поменять язык на русском языке в этой игре? Без понятия, чувак. А, вот в этой игре, в которой я играю, там главное меню справа сверху есть этот иконка с флагом. Берешь, меняешь. Увы. Бляха-муха. Нифига там кабанчиков насрали. Вообще ты не везучий. Ну спасибо. Зато я боссов убиваю четко. Так. Скачал. Понял. Итак, да, приятная игра на вечерок. Хорошая. Ну как на вечерок? На много вечеров. Блин, эти хряки теперь как препятствие. Ихние пятачки. Блин, ну и говно. Откровенное. Так, надо залутать вещи какие-нибудь. Походим. Вот этого я еще не брал, кстати. Позволяет бросить ядовитую лужку при низком запасе здоровья. Ну, пускай. Надо было хлыст брать в этом случае. В смысле одинаковые дроны? Тут не это, тут ты их создаешь? Непонятно. Да, я еще на ютубе. Мне нужно закинуть 3 одинаковых дрона. Блин, не повезло. Получается. Ууу, класс. Так, дай-ка я пилу возьму. Рекомендовал пилу же, кстати. Блин. Я понял, хорошо. Ща, погодь. Очки забыл, прикинь. Вот я безответственный. Ёбаный в рот. Книжку не возьму, походу. Так я тут в упоре вправо был же вроде. Ничего не было. 0. И вниз теперь.
Да сколько можно? А что это? Вызывает на помощь дрона 10 секунд. Ну, прикольная тема, но... Так, давай-ка еще раз. Да ёбаный в рот. Да вы чё, шутите, что ли? Это чё, шутка такая? Инвестировал в говно, да. Получается, что... Так. Увы. Храм старейшин. Священная земля. Так. Как будто бы мне надо сначала влево пойти. Да, взял мишку. Забыл взять? Серьезно? Бля. Вот я, конечно, потрега. Полетел красиво. О, привет, Сан. Здравствуй. Блин. А сложность растет тем временем. А дождик не страшно. Окей. Да, приятная пиксельная графика. Ля, ты чё, аниме что ли? Фига он что делает? Да, сделал, ага. О, ебать. 4000. 4000. Мощные сундуки какие-то. Формил. Надо было свинку брать. Мать твою.
Ничего, нафармим сейчас. Да, ты сам перейди сундуки легендарные. Сумку в зеленом, бля. Оно про деньги, да, что-то было? Да. А, типа дополнительные бабки с монстров выпадают. Понял, да, вспомнил. Блин, сундуков вообще море. Так, мы пошли за золотым. Каждая четвертая КП прибегает. Лол. Прикольно. Да, взял. Помню. А что с этим дроном? Тупо зафейсролил. Угу. Ракет.
Угу. Ничего тебе ракету дают? О, босс упал. Вот призраков еще один. Призрак пиздата. Вспомнил о них. Да, призраки убивают, работают. А, прикольно. Да, вовремя взял. Во сколько у тебя будут стримы? Так, как бы тебе объяснить-то? У меня стримы в 7 часов вечера по якутскому времени. Примерно так. Поскольку? 3-4. Сколько идут? А, поскольку? А, сорян. По 3-4. Так как работа. Так как работа. Бля, пиздец, как так. Убегает мразь. Давайте, армия мертвых, сука, ебашьте его, ебашьте. Нормально так денег. Да. Ну и дерьмо. Ну и кал. Говна. То есть этот уже идет к концу. Ну, потихоньку... Не то что... Ну, могу еще часик-два посидеть.
Хорошо. 15 уровень, кстати. Место приземления. Вот. Блядь, я слишком быстро нажал или что, я не понял. Куда я попал? В лук пошел. 2 часика. Ну блин. Ну честно сказать, 2 часа многовато. Маслите донатом? Без проблем. А так, надо ложиться спать. Блин, надо быстро найти здесь выход. Потом еще забег. Ну, хорошо, посмотрим. Блин, как мне так паршиво кинул забег через. Надо было F нажимать. F. Сука, надо запомнить. Но зато книжку нашел. Что тоже как будто бы и неплохо. М. 15 хп дает. Ну ладно, пускай. Как будто бы и зря взял, но честно. Да чё ж так не везет-то? Дрить. Ладно, посвятим совет от предыдущего, то есть на следующий выходный пятница стрима. Давай. Будем видеться по выходным. Спасибо, что зашел. Надо было еще кошелек взять. Хороший план, да? Как будто бы надо. Блин, нормально так? Боссом срет. Лупацкое место. Понял. Угу.
Понял. Так, он все-таки умер, да? Звучит где-то внизу. Надо пойти залутать его. А, вот он. Вот же лежит. Блять, я хуй знает, что я взял. Говнодава, блять. Вообще мега бесполезное говнище взял. Вот это что такое? Ладно. Да бля. Да! Да блять, вообще. Да ёбаный. У меня мышка выходит за окошко игры. Да бля. Да ёпта. Ага, понял. Так, что тут у нас? Пила. Тайм-стоп. Раз уж я в лупе, то
Сейчас цены будут вообще очень высокие, я думаю. Безумно высокие. Понятно. Нанесите ответный удар, получив большой урон. Желтый щит, блять. А что такое? А. Да. Ты уже поставил елку? Мы поставили. Желтый щит. Вот этот? Пока не ставил. Я его только что брал, да, по-моему? Справа снизу. При убийстве создает временный барьер. Так это брось топозом. Поэтому я тебя не понимал. Телепортиться на последний уровень или предыдущий. Так я, кажется, мог уже все. Ладно, я понял, хорошо. Попробуем. Да бля. Мне 5 мишек. Оно суммируется просто или как? 14%, 14%, 14%? Интересно, как это работает. Так, а как сюда попасть? Понял.
Собиратель. Ебать его в рот. Они мрут как мухи. Бля, 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 бля. Блять, тут еще тотем лесной появился. Где-то. О, господи. Ультрапот. Ну так-то да, многовато их было. Так, еще один босс. Так, вероятность заморозить, ракеты. А это что за хуйня? Вот это что такое? Возьми часы. Ну это останавливает время, типа с вероятностью там кого-то там можно замедлить, но лучше... Это все равно, что как заморозка вот этого темы. Разве нет? Клевер, значит. Не, как клевер. А в чем его прикол? Что он повышает? Это максимальный хп 1800? Больше не поднимется? Могут выпадать предметы. Он. Гитара. Снежинка не замораживает. Разве? Она просто замедляет, что ли?
Так, а в чем разница между оковами и снежинкой? Понял, понял. Ну тут, по идее, надо брать мишку, паркеты, либо вот отталкивание, вот это замедление, и либо это, либо это, либо это. Не знаю. Вспомнил. Ну да, такая. Ну хотя не знаю, даже не сказать, что бесполезная прям. Ладно, давай возьмем часы. Сейчас послушаем тебя. Клевербери. Ну бля, пиздец. О. Так. А если я еще раз бур возьму, тогда что это будет? Типа он со второго выстрела будет? Или с третьего? Ну ладно, такое. Нахуй. Топор. Враги с низким зарядом будут получать больше урона. Блин, вот это у меня отряд, конечно. Перерабатыватель дрона. Он, по-моему, был где-то. Отдать всех. И что тогда? Разве с ними не сподручнее будет? Племя рыси. Тотем рыси там. Откроется персонаж. Понял, хорошо. Ладно. Пойдемте отсюда нахер. Когда будешь играть в Last Fate? Ну, блин, вот после этой катки, наверное, тогда пойдем играть в Last Fate. Просто что-то жестко засиделся я в эту игру. Затянул, зараза. Я надеялся на еще одну катку. Так мы идем по этой катке очень долго. Нормально же. Ну просто я сегодня еще одну игру должен был поиграть. А время уже такое позднее. Да нормально. Все равно по лупу хорошо двигаемся. Нормально. Четко идем. Неизвестно. Кошелек. Нормально так. Попробую найти переработку. Ага, найду. Блять.
Так. Я-то персонаж долго не открывал, но если тебе такой долг, где-то остается шанс. Ну, конечно, надо. Ифрит перегрузки, блядь. $20 000 золотых, еба. Вот это месило, конечно. Ебать, отхил безумный у меня. Пиздец просто. Понял. Да, блядь, ты куда ты стреляешь? Мразь. Так. Вообще. Сколько у меня очков? 14, нахуй. Надеюсь, надеюсь. Мне скоро будут вообще спамить. О. Вообще эффекта никакого не дало. Второй ранец у меня. Но он ничего не дал, как будто бы. Такой же. Дало, разве? Критический удар исцеляет. Я про серп совсем забыл. Что он делает? Да, прикольная тема. Так, погоди. Тут, наверное, что-то есть. Да, есть. Больше золота, больше урона. Серьезно? Пиздец, я вообще сейчас буду безумно мощным. $700 золота максимум. Это 40 урона.
Так, если я еще возьму, то это еще плюс 40. Или плюс, точнее, порог будет выше. Не знаешь? Так, ну-ка. А нет никакой настройки, чтобы подробно показывал вот эти вот приколы? Ну, типа в цифрах прям. Или это только моды какие-то ставятся, должны быть? Нету, да? Понял. Это ты где узнал, что там плюс 40 тогда? Типа вики по игре? А, вот, артефакт. Найс. Фанатский руководство, понял. А они как узнали, интересно? Вот они. Вот это прикольная тема, возьму. 40 уникальных предметов за одно прохождение. Сюда. Бляха-муха. Как я больно ударился. Так, как тут было? Право вниз, да? Или право вверх? Право вверх. О. Блять. Стреляй-то нормально. Не кажется ли у меня урон ебанутый какой-то? Нет, недостаточно ебанутый. Мало урона. Тех ебанутый. Спасибо. Разберутся сами.
По 12 хп поднимаем, ебать. Я вообще не туда стрелял. Отхил безумный вообще. Очень высокий отхил. Вообще неудобно, да. Ну а что поделать? Блядский кабан. Лежать нахуй. Так. Да, еще кровотек будем накладывать, похуй. Блин, там свин вообще... За фейсроли похуй, 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 похуй. Ух, блядь. Не знаю, что. Короче, беру. Какой-то рог взял. Я правильно взял, типа, да? С некоторой вероятностью вы можете выпустить огненную волну. О, однако. Ебать ебашу. Боевое знамя надо бы еще взять. Уровень сложности. А, блять, вообще нахуй не надо, оказывается, блять. Хотя у телепорта... Только у телепорта при повышении уровня. Ну да, слишком херово. Да. О. Так. А это что за прикол? И вот это что за прикол? Непонятно, но интересно. Давай возьму. Из врагов можно убивать кость. О, окей. Блин. Так, я там право ходил, по-моему. Если не ошибаюсь.
Да, дронов у меня полно. Ну и хорошо, что уровни не процедурно генерируемые, а такие нормальные. Это, сука, радует. Вот эта процедурная генерация достала, если честно. Ну, в этих рогаликах. Не знаю, вот халтурой хочется назвать эту вот процедурно генерируемую тему. Чистая халтурка. Так, бля, ну тут нихуя нету. Опять бежать. Давай левел чуть-чуть же, чуть-чуть. Мать твою. Так, храм старейшин, священная земля. Угу, понял. О, давно не виделись. Пятидесятишестилетний клевер. Нормально. А. Отдалить экран настройку. Блядь, ебать, 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 нахуй. Ебать нахуй.
Блять, 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 блять. Ебать, ебать, ебать. Ебать. Тихо, 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 тихо. Есть один. У вас много общего, собирателя. Сука. Айка. Блять. О, боже мой. Чё за нахуй? Не надо больше косы. Так. Масштаб. Ну и так высокая, по-моему. Да, по-моему. Так, сейчас. Что там? Увеличит восстановление здоровья. Блять. А ты прикинь, где дроны сидят? Ёбаного телепорта, нахуй. Так, вроде все поднял. Хорошо. А, нет, еще есть. Обалдеть у меня дронов. Че это за хуйня? Странная батарея. Бзз. К этому лучше не лезь. В смысле? Что это? И что он дает? Это для секретного персонажа. Бзз. Тот, который с дронами связан? Что-то я думаю, что тот, который с дронами, это явно что-то типа... Нет? Ну ладно. Это я так догадки вслух. Ну-ка, что там за аватарка? Тот, которого даже меню выбора нет, серьезно. Что там у Машрума? Блин, прикольно.
Ящерка такой. У него ультра странный способ открыть, но я его открыл недавно. Активка бесполезна. Понял, поменяем. Ну, главное, открыл его. Типа, пускай будет чё. Иди на последний уровень. Погоди. Я вот в этой стране еще не был. Одинаковые дроны. Кажись, переработки иллюстратором трудно, оказывается, лого делать. Иллюстратор такой. Мне он не особо сильно нравится. Бля. Adobe Illustrator. Да, я знаю Adobe Illustrator. Не люблю его. Больше Coral пользуюсь. Coral Bash, как по мне. Это даже при всем том, что как бы что я фотошопом пользовался дольше, ну, в своей жизни. Окей. Так, топор есть. Катушка Тесла может взять. А вот это что за хуйня? Бесполезная. Да, катушку Тесла возьму. Так, и возьми турбину. Турбина. Камера жесткого излучения. Добавляет 20... Нет, это не турбина. Так, что она делает? Добавляет 2 заряда к вашему вспомогательному навыку и ускоряет его перезарядку. Ну окей. Ну, выживаемость повысилась зато за счет этого. Блин. Давай-ка
время возьму. И давайте дальше пойдем. Мне нужно найти это перерабатыватель. Хочется. Хочется. Тоже не будет лютый пиздец? Или будет? Ну, хуй знает. Блять, турбина это не то. Что такое турбина? Блять, одинокий бродяга еще будет тупую. Хуй вонючий. Ебануться. Ща, погоди. Да, неплохо. Бля, еще, сука. Ебать, хорошо. Здорово, Гудзо. Ничего не понятно, что происходит. Это активка, это плохо, блядь. Лучше все подавать холодным, понял. Я уже вообще не смотрю, что я беру, по идее.
Блять, какого-то босса грохнул, что ли? А, ну и хуйня, а не способность. Я тут случайно дрона никакого не обронил? Блять. Я бы увидел. Окей, окей. Магмовый. А, он умер, что ли? Адская локация посмотреть справа, нужно стенку или надо пройти, там будет... Понял. Все, пока. Давай, спасибо, что был. Ничего не понятно. Ну это рогалик, короче. Ну, сейчас она так выглядит, потому что я уже игру по третьему кругу бегу. Хотя, походу, должен был, ну, мог закончить игру намного раньше. Сейчас мне просто ебанутый этот. Прям такой. Не знаю, перк не перк. Перс мощный, короче, мне стал. Очень мощный. У меня хп, видишь, сколько? Прям много.
Ебать вас много, охуеть. Дистанции уровень, ебать. А, вот она, блядь, пизда. Пиздец. Так. Охуеть, мне безумный урон просто. Я мега ебанутый урон ношу. Ебать. О, записи собрал. Героя открыл, походу. 100 тысяч денег, ебануться просто. Я просто ебанутый. Бля, я могу любого зафейсролить, по-моему. Вообще очевидно, в легкую могу любого.
Тупо встать перед ними и разъебать его. Пиздец, что происходит? Пиздос, это просто пиздос, нахуй. У меня аж рука устала. Ну и бред вообще. Дрить. В общей сложности 10 дронов приобрел. Нихуя.
А, утилизатор дронов. Нанеся урон, вы восстанавливаете здоровье? Ебать. Пиздец. Да я все, это пиздец. Я бессмертный. Вешайтесь, пацаны. Тут вообще невозможно меня победить уже. Без вариантов. Ебейший разъеб просто. Блин, эта скорость вообще не... Бред какой-то. Что я вообще не брал? Увеличивает вероятность критический удар при неудачной клище.
Окей. Родитель. Так что вот до этого то, что вот тут было много, это можно назвать родительским собранием? О, нифига, прикольно. Пиздец. Бред, ну бред.
что за гитара? О, ускорение передвижения. Можешь считать, что ты уже прошел игру. Да, как будто бы так. Не то чтобы как будто бы так и есть. Собиратель безумия. Is it madness? Бесконечность не предел. Пиздец какой-то это. Кто жив вообще? Кто-нибудь жив остался? Нет. Этот пиздец. Этот мем из Папича вспоминается. Еще 3. А, в смысле,
А, типа за один раз их надо 3 найти. А, господи, а я-то думал. Типа каждый раз вот 3 штуки надо приходить, находить. Ну, типа, считается одно и то же, можно брать. Оказывается, вот оно что. Что я не брал? Вот это. Так. Да, килку еще. Скорость. Блин, а где остальные артефакты, интересно? Как они заныканы? Жесть я быстрый. Мега шустрый. О! Привет, Акела. Здорово. Хочешь рофл? Позавчера жопа горела, что системные папки на андроида не видны, я даже не пробовал перенести через встроенный проводник. Не все видно на перемещении в системной папки через встроенный проводник, даже не пробовал. Так, я тут был. Сейчас будет попытка спирать осуждающую требовательную игру для теста. Да, нормально. На телефон-то уж вообще насрать. Типа, вот бы сейчас осуждать пиратство на мобильные игры. Ну, типа, да. Так, что он там говорил? Надо сколокаться персонаж в правом нижнем углу между стенкой и лавой. Надо пройти там. Нужно будет убить ящера на поверхности. Прямо в углу ящер. Окей. Охуенно. А, вот он.
Пиздец, я мощь. Мощь, которая не снилась моему отцу. Ну и пиздец. Ну, с телефоном каждый день с компьютером связаны неприятные вспоминания по симулятору запретного, за которое точно надо будет ехать. Ну... Ты главное к ним больше не возвращайся и все, и все будет окей. Ну и соответственно, я не знаю, типа... Я в этом плане плохой советчик, потому что я на твоем месте не был и не понимаю, насколько это херово и тяжело. Бля, ну и пиздец, конечно. Я просто охереваю. Мне даже как-то стыдно за то, что я такой мощный. Они просто не моего уровня. Бедные малыши. Новый уровень. Бля, этот червь заебал. Все, погнали. Надо навести порядок.
Это босс? Да. Просто я безумно мощный. Я безумно мощный. Тем более геймпад теперь работает с телефона на тест-гоночку. Хочу взять, даже если будет управление гирского уже плюс. Пошел качать, стрим будет лагать. Позже поделюсь результатом. Окей. Блин, были прикольные игры, которые мне тоже хотелось бы скачать, кстати, на телефон. Помнится, я так играл в Final Fantasy. Прикольно было. Ну все, пошли на последний уровень. Защитную дверь. Вы готовы? Это были две бродяги, типа. Так, окей. Ладно, пошли к боссу. А погоди, а тут еще есть? Что это за защитная дверь? Открыть запертые защитные двери.
Да. Ха, прикол. Сложить снаряжение. А. И чё? Так, мне нужен артефакт, чтобы открыть эту хрень. Хм.
Блин, вот это, конечно... Так. Так, я тут появился. Здесь я ХП поднялся, да? Старейшина. Так. О, неплохо.
Что я? Что я? Тут, блядь, как нахуй. Так. У меня же есть еще, по идее, несколько ключей. Два еще ключа есть. Куда их применить-то? Вот. Блять, что? Нихуя себе. Это просто что за лютый бред? Ладно, я пошел спать. Давай, спокойной ночи. Спасибо, что был. Тут вообще какое-то ограничение по скорости есть вообще? Ну, по развитию точнее. Как будто бы нет, меня это удивляет. А, во.
Я, по-моему, все брал. Все брал. Я хуею просто. Здесь, по идее, что-то надо отправить, по идее, наверное, нет? Также, ну, на мостик. Найдите запрещенный груз. А, нашел. Что-то нашел. Токсин. Прикосновение ослабляет врагов. О. Прикол. Все. Пошли. И босс сейчас просто в охуеводе будет полный. Не верю, что босс что-то смог сделать вообще. Моментально отлетит просто. Вылечиться. Do not engage. Где босс? Я его не вижу. Where is boss? Where is... Где босс? Все? Окей.
Прошел игру легчайше. Да, блять. Изи. Это было легко, и он улетел, прихватив добычу. Но какой ценой она ему досталась? Ценой 5 часов стрима. Вот так вот. Короче, я дурак. Это хорошо. Бейте босса нокаутом. Установилось все. Установилось все. Теперь это выживший доступен. Погрузчица. Пилот. Ну я 25 минут качал 5 гигов кэша, зря игра казалась пупой, который получил залуп. Да, такое бывает, что поделать. Бродяга, ничего себе. Изобретатель. Метеорит. Снайпер. Ну, вот такой вот результат на дождике. Конечно, такого же стоит достигнуть на более высокой сложности. И это стоит сделать. Да, прикольно. Посмотрим. Бродяга умеет находить ресурсы, чтобы поддерживать своих товарищей. Используйте грубую силу и удушение, чтобы убивать игроков в хлам. Затем создавать из него полезные временные предметы для себя и союзников с помощью утилизации. Подвижный боец, который наносит огромный урон с высоты, благодаря мощной отдаче от своего вооружения, быстро наносит вертолет парашют, он может высоко взлетать, а затем наносить своим врагам сокрушительные авиаудары. Турели, связка гранат, тепловые гарпуны. Грит Автоспорт. О, шахтер. Фален, подчеркивание, Акела активировал награду за 5000 и написал Long Dark. Long Dark. Это игра про выживача, по-моему. В лесу. В зимнем. Надо костры искать и все в таком духе. И она есть на телефоне? Да ну. Реально? Заказал? А, понял. Дай-ка проверим сейчас, посмотрим. Блять.
А, ты смотри. А, там еще не все эти эпизоды вышли. А, я думал, там уже все. Да ну, блять, вообще не нравится этот герой. Пиздец, он хуёвый. Так, а снайпер че? Да, принял. Но я говорю... Нихуя. Я говорю... Неужели не вышло? Да, окончательно все эпизоды. Мне прям казалось, что... Блять, ну что за хуйня? Вот так вот надо. Объясняю, что происходило с игрой, вышла на бородатом году. Да, я знаю, ага, блин, да, но сюжет полный движок сильно изменили под реалии мира. Сейчас зарабатывают 5 секунд, чтобы у всех порвало с от финала. А, да? Нихуя там урон. Ну, прикольный такой персонаж.
Ебать, там урон залетел. М. Не знаю даже, как на нем этот вот скорострельность будет работать. Но интересно. Очень интересно. Как это реализуется. Явно что-то должно быть. Двоих прошел. Нормально. Ну, прикольный такой стилевый персонаж. Крутой. Тупо на стиле. Русский канал. Бля. Ну теперь вот хочется снайпером пройти. Снайпер, бля, пиздатый. Скорее всего, будет полоска быстрее и урон. Нужно играть в позиционирование отхода. Угу.
Ебать. Класс. Четко. Повезло. Стильно, модно, молодежно. Но я в нее играл, да. Ее все время обновляют, контент завозят. Че, почем в стиме? Была вроде дешевая, довольно-таки. Бля, как так-то? Ну, почти. О. Наши реалии была дешевой, стала недоступной в вашем регионе. Серьезно, Vampire Survivors не... Да ладно. Ну, очень похоже. Да не. Она вроде как должна продаваться нормально. Нормально так, уже 7 уровень.
Но я уже игру прошел. Вот просто решил заценить персонажа нового. Да, получается, 6-часовой стрим получился. Прикольный перс. Но в лупе ему не выжить, по-моему. Скорострельность вообще никак не повышает нужную мне тему, а именно скорострельность. Я понимаю, что ты очень устал, наверное, на 6 часов стрима, но это очень долго. Да, надо бы пойти спать. Преф. Так. Найс. И ведь проблема в том, что на твоем стриме, в общем, было людей 5 от Ютуба. А в чем проблема? Да, в смысле 550 рублей? Ничего поделать. Так, надо обойму купить, походу. Да нет, вообще не обидно. Так сказать, привык. А, бля. Нет. Тихо. А к чему ты клонишь, вообще не понимаю. Ну, такие вот у меня стримы, что поделать. Типа я расстраиваться должен по этому поводу? Или как? А-а-а.
Лимонад. Ну окей. Ну так и есть, нулевой онлайн. А дальше что? Я не пойму. Какое-то подытоживание или там, не знаю, что-то будет? Или просто говоришь факты какие-то? Типа, пора сказать капитан очевидность или... Да, это очень печально, тратить свое время на 6 часов, много чего сделать можно было бы. Ну... А что делать? Не особо каких-то занятий нет. А так, можно сказать, какие-то не то чтобы обязательства, но в каком-то смысле есть люди, которые смотрят мой стрим в том плане, что пишут там, говорят, чё, где пропадал, туда-сюда. Не то чтобы ради них, а скорее я уж как-то привык только вот таким образом играть. Вне стрима что-то играть вообще неохота. Вне стрима игра вообще не вяжется. Какой сундук интересный. Блять, взял. Ау. Но все же это грустно. Ну, спасибо за 60. Но ты, господи, не переживай. Но все же это грустно. Да. Все, 2 часа ночи. Пойду спать. Завтра на работу. И, может быть, завтра вечером заведу стрим.
Все. Всем пока. Спасибо Белугу за 100 рублей. И спасибо за подписки. Увидимся завтра. Всем пока.